Напомним, что мы обещали подробно показать и рассказать о технологии создания рисунка слоями, который вам понравился из прошлого видео. Мы решили сделать это на примере изделия, которое специально для этого придумали. Это столик из пенопласта в виде ракушки. Но подстолье, кстати, будет не из пенопласта. Материала получилось очень много, и красивого, и полезного, поэтому мы решили разделить этот проект на несколько серий. Несмотря на то, что этот столик небольшой, но в процессе появилось очень много технологий, которые могут быть вам полезны, и мы хотим с вами ими поделиться. И, конечно же, мы, как обычно, хотим удивить вас конечным результатом. Так что оставайтесь с нами. На нашем канале появилась возможность стать спонсором нашего проекта. Мы разделили эту функцию на 3 уровня. Первый уровень – это если у вас есть возможность нас поддержать. Второй уровень – это доступ к чату, в котором вы сможете задать нам вопросы и получить от нас на них ответы. И третий уровень – это индивидуальное сопровождение вашего проекта. Например, вы хотите сделать какое-то изделие, но вам необходимы какие-то технические советы от нас, возможно, у вас уникальный проект, а мы сможем как-то инженерно вам помочь, или, допустим, у вас есть материалы для вашего изделия, но нету идеи. Здесь мы тоже готовы предложить свой опыт. Узнать подробности о том, как стать спонсором нашего проекта, вы можете, нажав на кнопку «Спонсорство» рядом с кнопочкой «Подписаться» под этим видео. Нам с Виталием повезло друг друга именно разглядеть, потому что, как выяснилось после знакомства, что виделись мы неоднократно. Мы жили в одном городе, на соседних улицах, у нас были общие друзья, знакомые, мы даже по работе сталкивались неоднократно, но ни разу друг друга не замечали. До встречи друг с другом у каждого из нас был свой семейный опыт, в общем, каждый из нас набил свои шишки, прошел определенный свой путь. Более того, мы разъехались по разным странам, а познакомились в итоге в социальной сети, благодаря, опять же таки, общим знакомым, потому что появилась у меня в профиле фотография Виталия, возможно, вы знакомы, у вас есть общий друг, и она почему-то привлекла мое внимание. Вот, и я решила зайти посмотреть на гражданина. Я прочитала, там подпись была к фотографии, что-то типа философское, что все тлен, я одинок, в жизни у меня ничего не получается. Я захожу в комментарии, а там целый цветник девушек в качестве группы поддержки пишут: «Виталий, ты великолепен, ты шикарен, у тебя все получится», особенно если со мной. И я не знаю, почему я решила написать свой комментарий, вставить 5 копеек. Я в тот вечер была почему-то уставшая, злая, и я написала: чтобы что-то в этой жизни получалось, дорогой, надо поднять свой зад с дивана и работать, работать и работать. Ну, в общем-то, написала и забыла. А на следующее утро мне приходит от него сообщение: «Привет, меня зацепил твой комментарий. Девочки, на заметку, как надо знакомиться с мужчинами». Закономерный вопрос: почему же я для этого проекта использовал пенопласт?
Все дело в том, что изначально я хотел просто взять кусок пенопласта и на этом куске пенопласта показать вам технику декорирования, ну, назовем ее галиотис. И когда я подошел к Татьяне и сказал, что я просто возьму кусок пенопласта, нанесу на нее вот эту технику и подробно расскажу, какие материалы использовать и как это делать. И она мне говорит: извини, так дело не пойдет. Нужно сделать что-то стоящее для того, чтобы зрителю было не только полезно это смотреть, но еще и интересно. И начала думать, ну, над каким-то изделием. И придумала вот этот столик. И когда она мне объяснила, что нужно сделать, я, честно говоря, засомневался. Потому что, глядя на эту ракушку, мне показалось, что это дело какого-то скульптора, а не столяра. Но Таня была непреклонна и сказала: если у тебя получалось все то, что ты делал до этого, то эта ракушка для тебя просто вообще легкотня. В этот раз я решил не просто покрыть пенопласт несколькими слоями эпоксидной смолы, но еще его и заармировать. Учитывая опыт прошлого видео, где у меня также было нанесено много слоев на треугольники, один из треугольников я просто уронил, и когда он упал, от него откололся кусок, как будто как от фарфоровой чашки. И я посмотрел и увидел, под ней просто был пенопласт голый. И здесь я подумал, что все-таки нужно заармировать. И когда я думал над материалом, чем же его заармировать, я все думал о каких-то стеклосетках или стеклотканях. Но стеклосетки и стеклоткани, они не тянутся, и по круглым поверхностям, ну, очень сложно армировать. Придется там подрезать все эти сетки, они там топорщатся. И я вспомнил, когда мне мама рассказывала, что ее отец, мой дед, когда красил в деревне там полы, деревянные дощатые, между полами всегда, вы знаете, ну, большие такие щели. И вот, чтобы эти щели скрыть, между слоями краски он накладывал марлю, несколько слоев, и покрывал краской. И я, естественно, подумал, ведь действительно марля, она хорошо тянется и пропитывается, и легко будет круглые всякие поверхности облегать. Да, она, конечно же, не такая крепкая, как стекловолокно или стеклоткань, но для этого изделия мне вполне достаточно этой армировки. Даже если где-то там и упадет, то скола там сильного не будет. После того, как мы приклеили марлю, нам нужно нанести еще 2 слоя эпоксидной смолы с промежуточной шлифовкой поверхности. У нас прорвало трубу отопления, произошло это ночью. Впервые, не знаю, наверное, планеты так стояли, выгодно для меня. Виталий Алексеевич решил этот вопрос без лишней истерии, каких-то причитаний. Просто молча, по-мужски пошел в гараж, взял инструменты, все сделал. Как только морозы, минус 30, так сразу труба прорывает. И еще вдобавок ко всему обязательно это произойдет ночью. Самое главное, что надо найти этот прорыв. Так, где-то здесь шипит. Даже не видно. Блин, воды поналивала. Там еще стекловато внизу. Ну, в принципе, здесь ничего страшного, я просто обрежу здесь.
и поставлю соединитель, вот как здесь. Ну, такое временное решение. И я хочу сказать, что это выглядит для мужчины очень красиво со стороны женщины, когда возникает какая-то проблема, и он ее решает молча. Быстро, молча, по-мужски. Вот как выглядит этот разрыв. Я думаю, что скорее всего эту трубу подморозило, потому что в этой ветке нет циркуляции. Когда мороз был ночью, там минус 27 что ли, скорее всего ее прихватило. Жизнь в частном доме – это огромное количество, конечно, плюсов, но здесь надо очень трезво и объективно оценивать, да, что это, в общем-то, в любом случае намного затратное более мероприятие, чем жизнь в квартире. И каждый день возникают какие-то технические вопросы. Ты должен понимать, ты либо сам должен быть готов эти вопросы решить, либо, естественно, на это понадобятся деньги. Потому что часто я вот общалась с людьми, со своими знакомыми, друзьями, говорили, вот классно, я тоже хочу жить в своем доме. Да, особенно, когда это говорит девушка, которая пока что не замужем. Ну, это, в общем-то, большой-большой вопрос. Вот создание этого рельефа из этой нитки, из бетон-контакта, чтобы была вот эта вот максимально натуральная шершавая поверхность у ракушки, это был очень важный момент. Почему? Потому что когда мы сделали ракушку просто из пенопласта, мы представили, сейчас мы ее покроем по талию, и это будет выглядеть как пластмассовая мыльница, что-то такое пластиковое. Нам это не понравилось. И мы, в общем-то, нашли вот такое вот решение для того, чтобы воспроизвести вот эту неровную, шероховатую поверхность, как в природе непосредственно ракушки. Когда мы решили не оставлять ракушку гладкой, я изначально подумал сделать это из эпоксидной смолы и песка. Но так как эпоксидная смола застывает не так быстро, я подумал, что есть риск того, что она сплывет просто с круглых поверхностей вместе с песком, и останутся такие голые проплешины. И я подумал, чем же можно это сделать, чтобы зафиксировать этот рисунок быстро. И здесь мне пригодился многолетний опыт работы в строительстве. Я вспомнил про такой материал, как бетон-контакт. Его ведь наносят на вертикальные стены, и он не всплывает и остается равномерно на поверхности. И я решил его использовать. Чем я рискую? Да, в общем-то, ничем. И когда я начал наносить, я подумал, это то, что надо. И в итоге получилось все, как мы хотели. Итак, друзья, возникли ли у вас какие-то вопросы после просмотра этого видео? Если да, то пишите их в комментариях. В следующем видео мы обязательно на них ответим. Или наоборот, возможно, вы уже работали с этим материалом, у вас есть гораздо больше опыта, чем у нас. Поделитесь с нами какими-то тонкостями, нюансами и с нашими подписчиками. Мы будем благодарны. В новой серии, которую мы планируем выпустить уже в следующее воскресенье, мы поделимся той самой технологией создания рисунка слоями. И не только. Друзья, поделитесь, пожалуйста, понравилось ли вам это видео в комментариях. Подписывайтесь на наш канал и, как всегда, огромное спасибо, что вы у нас есть.